Какую школу кроя костюмов предпочитают политики в 21 веке? Что такое капсульность в базовом гардеробе? Что лучше, MTM или Bespoke? Этими топиками открывается первый блок курса «Мужской гардероб». Я Александра Пинкевич, автор курса по мужскому стилю. В курсе собран личный опыт работы с ателье и дизайнерами от Москвы до Нью-Йорка. В любом деле, требующем мастерства, лучше довериться эксперту. Так делают успешные бизнесмены и политики, мои постоянные клиенты. Гардероб может состоять из небольшого количества элементов, сочетающихся по цвету и материалу. Специалисты называют это капсулой. На один верх пиджак приходится пара низов брюк, и к этому несколько вариантов сорочек и аксессуаров. Базовый список: 5 офисных костюмов и 2 неофициальных, коктейльный и смокинг, 5 брюк, 3 классических, карго или чиносы, 7 сорочек, 3 вида трикотажных изделий, водолазка или джемпер, кардиган или свитер, худи или свитшот, джинсы, несколько пар обуви, из них 2 классических, 1 лакированные черные, пара в пятничные образы. Для выходного дня могут быть кеды, кроссовки или мокасины. В базовом гардеробе важно качество одежды, чтобы вещи служили максимально долго. Современный костюм в мир попал из Великобритании. Погода, культура и история повлияли на детали и крой. Костюмы различаются по целям – торжество, бизнес или повседневность, по моделям – однобортный, двубортный и костюм тройка, по школе кроя – английский, итальянский, американский и другие. Английский крой – консервативное и даже чопорное понимание классики. Слегка приталенный силуэт называется песочные часы. Классика тройка. Популярен у политиков в юридической и финансовой сферах. В Италии 2 противоположные школы кроя – римская и неаполитанская. Римляне заимствовали все из классической Англии, слегка расширенные и приподнятые плечи в сочетании с узкими линиями низа. Неаполитанцы делают небольшие плечи, линия талии не такая явная, низ свободный, борта пиджака разлетаются. Формальные пиджаки с окатом, а неформальные с так называемым рубашечным плечом. Практичность и точность прослеживается в качестве ткани и фурнитуры в конструкции костюмов немецкой школы. Треугольный силуэт мешковат, объемен. Брюки широкие. Такой крой идеально скрашивает сложную фигуру любого роста. Французский крой вытягивает фигуру, и он более утонченный и грациозный. Пиджаки часто укорочены, заужены в бедрах, и грудь объемная, закругленные плечи. Американский крой – это абсолютный комфорт, его часто называют мешком. Настоящий American Sack Suit без подплечников, его ткань повторяет естественную форму плеча. Торжественный – это визитка, фрак, смокинг. В наше время такое надевают в исключительных случаях – свадьбы, похороны, церемонии. Деловые и офисные костюмы в центре внимания этого курса. Блейзер – формальный пиджак английских клубов, университетских или других сообществ. Традиционным является сочетание темно-синего двубортного блейзера с брюками светлых оттенков. Спортивный пиджак часто имеет выточку-складку на спине для свободы движения, накладные карманы с клапанами. Такие пиджаки шьются из твидовых и рыхлых шерстяных тканей. Теперь о качестве пошива. Есть 3 метода. Технология Bespoke – это индивидуальный пошив на заказ. Made to measure – это заказ костюма, например, в Италии, по готовым лекалам с учетом мерок, снятых дистанционно в магазине ателье в другой стране. И фабричный пошив. Фабричное производство мужского костюма ничем не отличается от производства любого изделия одежды. Bespoke – самый высокий уровень портновского мастерства. Одежда на уровне произведения искусства, сделана практически вручную, со всеми традициями. Мужской костюм просто должен сидеть идеально по фигуре. Для каждого клиента вручную создается уникальное лекало исключительно по меркам. Нет ничего сложнее, чем сформировать область груди в пиджаке.
Его форму поддерживает несколько слоев из хлопка и льна, которые соединены между собой конским волосом вручную – full canvas. Костюм Bespoke по определению не может быть сшит за 2 недели. Это интеллектуальный и высокотехнологичный продукт. Он требует немалых временных затрат. Пошив по методу Made to Measure буквально переводится как «сшитый для мерок», когда готовые стандартные лекала корректируют по меркам, снятым сантиметровой лентой. Full Canvas – бортовка, пришитая к основной ткани вручную или даже на специальной машинке. У Full Canvas пиджаков и пальто бортовка проходит по всей длине, сверху донизу. Half Canvas – термин, обозначающий пиджак, у которого каркас только в верхней части. Каркас заканчивается ниже второй пуговицы. Костюмы, проклеенные сверху донизу и снабженные минимальным количеством бортовки или вовсе без бортовки, называются fused. Какую методику пошива выбрать, клиент должен решать самостоятельно, ориентируясь на свои возможности и интересы. Задача стилиста – подробная консультация, показать все детали и, конечно, наблюдение и помощь в примерках. В следующем блоке я расскажу вам о тканях, деталях пиджаков и рубашек.